Итак, друзья, вторая часть нашего урока. По вашим первым присланным работам я вижу, что вы немножко спешите. Запомните, спешить не надо. Ваша задача не побыстрее нарисовать, а запомнить, как это рисовать, научиться этому и использовать в своей работе дальнейшей. То есть вам хочется украшать своих рыцарей, танки, своих солдат красивыми черепами. Вот для этого вы это делаете. Вы учитесь. Поэтому учитесь повторять. Один раз получилось или не получилось, рисуем еще, не спеша, никуда спешить не надо. Здесь нет задачи спешки. Задача есть научиться. Итак, переходим. Сразу же я вам буду давать советы. Вот здесь вот. Итак, у нас тут не очень, конечно, хороший наплечник, весь какой-то корявый. Делаем все то же самое. Так, центр. 4 части. Еще раз. Лицевая часть занимает, как вы понимаете, вот эту вот нижнюю часть нашего из 4 частей. Раз, два, три, 4. А на нижнюю и среднюю максимум. Наша задача, чтобы круг остался, черепная сама коробка была круглой, такой красивой, сферической. Так, дорисовываем наши прямоугольнички. Так, рисуем здесь наши глазницы. Опять, смотрите, по глазницам. Многие их рисуют слишком далеко друг от друга. Не надо. Это как бы... Вы должны понять, в черепе, в самом черепе, они очень большие и очень почти рядом с переносицей находятся. Это когда глаз у вас встраивается и кожа обтягивается. Ваши глаза, конечно, имеют здесь вот расстояние. На черепе расстояние минимальное вот здесь вот. Итак, нос. Рисуем ему. И вырисовываем дуги, да? Вот здесь нюанс есть. Надо бы, наверное, их ниже немножко. Вот так вот опустить. Пониже. Пониже. Сразу же. А здесь будет у нас бровки. Вот так, дуги рисуем. Не забываем про отростки. И подводим к нашим зубам. Еще раз, да? По анатомии. Здесь между... Вот эта вот дуга приходит к клыку. К одному и ко второму. Это 5-й и 6-й зуб передней челюсти. Между ними идет раз, два, три, 4 зуба еще. Это клыки. Запомните, между клыками еще раз, два, три, 4 зуба. Это надо помнить. Жевательный рисуем. Так, теперь что? Следующий шаг. Мы берем... Вот наш черепок. Следующий шаг мы берем охру, светло-коричневый. Как хотите, какой хотите. Цвет можете взять зеленоватый. Разницы нету. Я беру вот такой вот светло-коричневый. Что делаем? Что мы сейчас делаем? Мы заливаем краской, чтобы понять объем, какой у нашего черепа вообще вид. Вот сейчас он отличный у нас. Прекрасная черепная коробка сверху видна. Он немножко как бы сверху у нас вид такой, больше на лоб, да? Заливаем. Прям заливаем. Дуги заливаем. Повторяйте прямо за мной, что я делаю. Смотрите, вот я вот так сделал. И с этой стороны тоже дуга. Отросток есть. Дальше что я сделаю? Чтобы сразу как бы обозначить нам места более темные и более светлые, я беру коричневый цвет
коричневый. И коричневым цветом я рисую сразу же темные места вот вокруг дуги. Боковины, да? Чтобы потом мне было проще. Я их сразу рисую темными. И как бы шар вот здесь нашего черепной коробки, он тоже темный, да? Более темный. Мы его и обозначаем более темным. Можем сразу смешать, ну это уже не суть. Итак, дальше. Здесь тени мы обозначили ему. Самые светлые места у нас вот здесь вот идут, да? И теперь мы ясно видим, где у нас светлее, где у нас темнее, чтобы потом, когда мы будем прорисовывать его уже, нам было легче. Дальше у нас идет нос, переносится, да? И здесь вот то же самое. Очень полезно будет нам коричневым цветом вот здесь вот обозначить, что здесь тень идет. Вокруг переносится. Эта тень переходит в светлость. Поэтому в светлую часть кости, поэтому вот здесь вот дальше рисуем обыкновенно нашим охрой. Переходим в клык. Здесь заливаем тоже. Заливаем. В принципе, вот это то, что нам нужно сделать. Сейчас. Дальше мы берем черный цвет. Видите, он, да, есть. Черный цвет. Сейчас я возьму его. И тонкой кисточкой мы обрисовываем наши детали на черепе. Чтобы опять же нам было потом проще. Мы вырисовываем границу нашей дуги и темной части. Мы вырисовываем с этой стороны точно так же границу дуги. Поправляем наши глазницы, чтобы их было видно. Они у меня здоровые достаточно. Но это я специально делал, чтобы он был более злой. Поэтому делаю такие большие глазницы ему. Поправляем нос, да. У нас он черный нос. Можно также выделить вот эту вот переносицу. Это вот что нам нужно сейчас сделать. Дальше точно так же я советую вам. Ага, мы с вами должны сделать коричневым еще там, где темно. У нас обозначить жевательные зубы. Вот здесь будут жевательные зубы. Здесь и здесь. Так, поярче коричневого чуть-чуть. Смотрите. Наши прямоугольнички. Раз. Это наши зубы жевательные. Так. И теперь мы берем черный опять красочку и выделяем те самые клыки. Потому что кость приходит именно к нему, вот эта вот скула. Раз. Это нам просто поможет потом. Два. Между ними нам нужно сделать раз, два с этой стороны и раз, два с этой стороны. Это у нас зубы будут передние жевательные. Вот в принципе и все, что нам нужно сейчас сделать. Это вторая часть урока. Еще раз напоминаю, можно вертеть его, как хотите. Можно вот так взять. Давайте еще раз выделим коричневым тень основную. Мы потом ее сгладим и с этой стороны. Выделим жевательные зубы. Переносится. Сейчас нет такой задачи прям, да, нарисовать просто идеальный, чтобы он был. Это эскиз, все еще эскиз, только в краске теперь. Вот наш черепок. Можно зарисовать
Еще черной краской совсем. Вот здесь вот глазницы. Потому что там они в глубине имеют более темный цвет. Под самой черепной коробкой. А вот снизу, например, смешать его с коричневым. Как смешиваем? Смотрите. Взяли коричневый на кисточку, потом нанесли, смыли эту кисточку до чистоты. Она у вас просто чистая, мокрая. И на границе смешиваем. Смотрите еще раз. Беру кисточкой коричневый. Вот вам побольше. Смотрите. Коричневый цвет на кисточке. Наношу вот сюда. Смываю кисточку. Она у меня чистая. Просто мокрая. И размываю. Легкими движениями. Это называется блендинг. Ребят. Очень полезная вещь. Советую вам тренировать его каждый день. Размывка переходов, чтобы была у вас от и до. Это очень полезно. Научитесь блендингу, все будет замечательно. Вот, в принципе, все на сегодня. Не спеша, парни. Нарисовали карандашом круг, разделили его. Нарисовали дуги челюсти, зубы, глазницы, нос. Потихоньку, не спеша, может даже резинками вряд ли у вас получится. Все-таки палитра нет, закрасили опять черным цветом. Или там серым. Какой у вас будет цвет наплечника, выбирайте сами. Не обязательно, чтобы он черный был. Закрасили, потом нанесли светлые участки. Дуги слева, справа, переносицу, лобную часть. Кстати, вот можно усилить, да? Давайте чуть-чуть. Сейчас. Краска такая заканчивается быстро. Давайте мы вот здесь, чтобы у нас не было пятен, да, мы ее прорисуем, позаполним лучше. Чем лучше вы заполняете, тем лучше. Особенно самые светлые части, они должны быть плотно залиты краской. Все остальные, где тени, они не обязательно могут быть прожилки темноты, черноты, да, базы вот этой вот пробиваться. Это полезно для создания визуальной структуры самой кости потом будет. Но вот самые светлые части лучше залить совсем. Дальше еще можно, что мы с вами можем еще сделать? Вот здесь вот у каждого черепа идут надбровные дуги такие. Они идут вот так вот. Мы тоже можем их сделать. Смываем кисточку. И просто мокрой кисточкой подрастягиваем потихонечку во все стороны. Вот так вот. Не спеша. Давайте еще нарисуем ему немножко, много взял. Излишки можно тут же, почему в перчатках работаю? Излишки с кисточки раз убрал. Давайте сделаем ему более хмурый вид. Вот таким вот макаром. Все. Точно так же снизу на челюсти можно лучше пролить, залить краской, например, вот эти вот клыки, да? Получше. И точно так же залить вот наши зубки. Оп. Смотрите, ровно по центру идет незримая черта, вокруг которой располагаются первые два зуба. Раз, два. Симметрия должна быть. Запоминайте. У нас в мире работает правило симметрии вовсю. Так, что еще залить можно посильней? В принципе, у нас дуги хорошо залиты. С дугами потом будем проработку будет, будем когда делать. Я покажу, что еще с ними делать. В принципе, вот и все как бы. Дун-дун-дун. Вот на сегодня весь урок. Так, чуть-чуть подразмажу тем же самым приемом. Так, вот это наша сегодняшняя задача. Вам нужно вот это вот нарисовать. Переносим наш череп на нашу палитру. Сначала карандашом, потом заливаем краской. Не спешим. Если не получился череп, сначала вам надо добиться, чтобы карандашом он у вас был нарисован идеально, чтобы вам нравился.
Затем не спеша красочкой его заливаем. Тут же, помните, да, как я делал? Тут же добавляем темные места теней. Выделяем краской темной. Если у вас нет такого цвета, можете взять светлый, совсем светлый. Белый не надо брать. Можно даже взять зеленый. Вот такой вот. Нарисовать им полезно для кости. Ну, ориентируйтесь вот на такого цвета. Это будет вам проще. Потом я буду другими цветами работать, и вам будет проще уже отталкиваться. Заливаем тихонько, прорисовываем черной краской все детальки. И все. И выдыхаем. Все, жду от вас ваши результаты. Запоминайте, как он должен выглядеть. Видите, остатки... Не бойтесь, что будут остатки карандаша. Это ничего страшного. Потом мы его дорисуем, если надо будет. Это все уберется. Зубы пока я не стал рисовать. Это потом, на проработке. Следующий урок будет по проработке самой кости и теней. Там я вам еще более тщательно расскажу о самом приеме блендинг. Как смешивать цвета. Ну и заключительная часть уже там будет до конца доводить его. Все, ребята, вперед!